друзья, с вами Арлекино, и вы на моем канале. Сегодняшнее видео будет именно про древние гробницы. Я занимаю уже 63 дня первое место и хочу поделиться с вами, как выглядит мое существо, какие прокачки на нем, какие гербы и все остальное, и как я вырвался именно в топ-1 и удерживаю данную позицию. Для начала скажу то, что захожу и трачу я стойкость существа по будильнику всего лишь один раз за все время. Я немножко пропустил, там часа на 2, на 3, и не потратил целиком стойкость. То есть она копилась там сверх нормы, ну то есть она не копилась, она дошла до определенного лимита и все. Сейчас я вам открою древние гробницы, почти 63 дня и почти, вот видите, уже на половине последнего этажа, то есть 8-10. Это последний раздел, 8-й, вот он, первое место. Смотрите, 50 тысяч опыт существа, на 8 тысяч обгоняю соперника, то есть он прям вообще вслед идет, прям мое прохождение идет вообще одинаково. То есть чисто за то, что я поначалу вырвался немножко по опыту, я сейчас лидирую, потому что данный игрок был где-то не на втором, не на третьем месте в начале, он просто после вырвался, и вот второе место он стабильно ровно держит. То есть смотрите, это было прям в первые дня 3-4, вот это вот все прокачано в первые дня 3, наверное, 3-4 дня все ускорения были брошены именно на прокачку вот этого вот талантов, навыков для существа в академии. То есть видите, 13, 13, 16 и на лимиты 8 прокачка. Все, после этого я не занимался. То есть первые 3 дня или 3 или 4 дня я прокачал свое существо именно на старте королевства, то есть в академии. Это дает очень большой бонус к вашему прохождению. Дальше, как только, я лично сам создал альянс, чтобы это все можно было воплотить, и мы быстро в первую очередь строили именно зал героев. Зал героев мы здание построили, и я сразу начал менять опыт стражей на опыт для существа. И первую неделю я выкупал весь опыт стражей героев, я практически менял для опыта существа. То есть это прям в самом начале огромный старт, первую неделю игры. Дальше этот опыт просто он там незначительный, он вам не даст большого преимущества, вы только потратите вот эти вот монеты героя. Только первую неделю это вам прямо значительно большой плюс будет, чтобы вырваться вперед. Потому что в древних гробницах, помимо прохождения, еще вот если он, вот видите, одинаковые места, но я на первом месте, потому что мой опыт существа выше. Если бы он был ниже, то есть я бы был на втором месте, хотя этаж один и тот же. Имейте это в виду. Каждую неделю я получаю вот такие вот награды. Из плюсов тут только детальки 10 тысяч и шестеренки. Это не так много и не так важно. Плюс вот эти вот большое зелье стойкости и сам опыт существа. То есть за второе место, смотрите, уже тут 40, а тут идет 30. Тут 10 тысяч, тут 8. Вообще незначительная разница. Плюс большое зелье стойкости одно, а тут 2 и по шестеренкам. То есть, сама фишка в чем? То есть, если вы тут будете занимать топ-1, это вам не даст никакого вообще преимущества по росту вашего замка. Потому что это чисто для себя. В королевстве, вот видит, да, вы там занимаете первое место. Давайте теперь перейдем к нашему существу. Давайте вначале перейдем хранилище. Все нам выпадало. Это я покупал второго строителя. Заметьте, второго строителя я брал 100%. И слияние делаем. И у нас еще один. Вот он. Мы сейчас давайте сделаем так, то что мы попробуем с вами пройти сейчас следующий этаж как раз на видео, то есть 8-5 занять. Открываем тут вот, да, как раз 6 свитков нам и не хватало. И еще один свиток. И я вам советую
прокачивать именно руку. И руку в первую очередь ставить. Ну, я не знаю. Мне лично, то есть, по моим ощущениям, как не ощущениям, по моему видению, вот я себе ставлю руку, у меня существо намного сильнее становится. Именно нежели другие там какие-то снаряжения. То есть до сих пор я держу прокачку именно на бойце. Я не перешел на подрывника ради там сколько там урона армии, потому что нужно пройти целиком катакомбы. Как только я вот эти вот древние гробницы пройду целиком, то есть займу 8-10 и открою, я сразу же сброшу навыки существа. Вот сейчас вот такие вот. Давайте очки умения открываем. Вот я сразу же сброшу, как только пройду 8-10 за 500 золота, и открою навыки подрывника. И, естественно, то есть, чтобы вот этот вот урон от армии получить, то есть плюс, это уже пойдет на военку, то есть на военную составляющую замка. До этого пока я так не делаю. То есть кого тут выбрать? Проходить можно и на силаче, и на подрывнике, и на бойце, но если вы прям вот совсем новый игрок, то, естественно, я вам советую бойца. Это самое простое, вообще самое легкое, в чем, ну, вы можете пройти. И давайте я сейчас покажу снаряжение. То есть снаряжение, видите, все 45 уровня. Сейчас на данном этапе прокачана рука, то есть плюс 3. Вот сейчас мы 2 свитка и плюс 1 я еще делал. То есть все остальные пока не прокачаны. То есть они занимают 45. То есть плюс я пройду 8-10, я разбираю все снаряжение и получаю сталь и прокачиваю снаряжение героя. То есть новые чертежи свитки я уже буду на подрывника делать. И давайте теперь смотрите, навыки, да, все освоено, кроме вот максимальный уровень навыка 50, то есть нужно 50 место получить, 50 уровень, это даст нам еще, видите, необходим существо уровень 47 и существо уровень 49, кстати, а у нас 45, то есть, и смотрите, и последнее, это уже уровень существа. Здоровье войск дальнего боя, смотрите, как повышается на 45. То есть прохождение это тоже дает военную составляющую. Не так много, конечно, как хотелось бы. В основном это идет на существо. Ну, вот этот вот плюс 45%, это вообще тоже очень сильно. Плюс вот эти вот, видите, тут здоровье, оборона и так далее. То есть за прохождение древних гробниц. То есть вы проходите, вам добавляется проценты. И давайте я открою гербы. Смотрите. Я сразу воткну в снаряжение, и они так шли. То есть во все снаряжение я воткну все гербы. То есть тут она некорректно отображается на компьютере. Кто играет с компьютерной версией, я не знаю, как вам проходить, у вас вообще некорректное отображение гербов идет. Вам обязательно нужно зайти либо с телефона это все настроить, либо отдельный эмулятор Android скачать. Это прям 100% у вас идет неправильное отображение. То есть вот видите, тут он стоит герб, и видите, не дает, ну, это очень недоработка большая. То есть это уже давно. С самого начала такая штука, она не работает в этой игре. Я, кстати, писал заявочку разработчикам, но они это не исправляют. Упор я делал как раз на вот эти вот сиреневые. Они дают атаку. Плюс я прокачивал желтые гербы на броню. Они дают броню. Ну и, естественно, уже после я начал прокачивать зеленые. То есть вот на здоровье я их вообще не качал. Видите, они у меня плюс 2, даже которые вставлены. То есть они... зеленые, они дают обратный урон. То есть когда вас атакует, враг получает тоже урон. Это хорошо работает с талантом у бойца. Я вам покажу. Когда, по идее, 2 раунда вас должны
ну, не пробивать. То есть вы наносите 0 урона, но враг, атакуя вас, получает обратный урон. Ну, там работает всего лишь так 1 раунд, хотя заявлено 2, и в описании написано 2 раза. Смотрите, вот сейчас мы как раз докачаем обороночку. Еще один герб плюс 4 сделаем, это прям сразу, видите, плюс 590. И следующее, что буду делать, это также прокачивать оборонку и ставить еще один герб на плюс 4. И давайте перейдем. Вы можете сделать скриншот, посмотреть, какие гербы у меня вставлены. Давайте я еще раз открою. Существо. Вот. Давай. Смотрите. Снаряжение. И вот она. То есть наше снаряжение и гербы. Вот они, какие у меня воткнуты гербы и какие прокачаны. То есть это если вы играете за бойца. С подрывником там совсем другие гербы нужны. Силач, он примерно плюс-минус, они такие же гербы, но ему много надо на здоровье тоже гербов у силача. И давайте древние гробницы обследовать. И не забывайте, я снимал в самом начале канала, я сейчас вам покажу, где именно я рассказываю, какое снаряжение какому классу существа нужно. То есть это обязательно не забывайте, потому что вы можете качать одно существо, а снаряжение ставить на другое. Это плохо работает. Вот он, вот этот навык, он срабатывает всего лишь 1 раз, хотя тут заявлено как бы на 2 раза. Это прям тоже не исправляет никто, и, я так понимаю, не собирается. На VIP 8 вы тут можете открыть плюс 4 скорости. Но я так не делаю, иногда просто не успеваешь протыкать в нужное время восстановление здоровья. То есть не факт, что пройду, но попытаться можно. Усилили мы руку, ведь плюс 2 сделали, плюс 1 герб воткнули. Ну, урон огромный просто идет от. И последний, вот так вот, когда 3 соперника, я прохожу, то есть я убиваю одного, после перехожу на второго маленького и уже вот дерусь с основным, то есть прям вообще не хватает крох, чтобы пройти. Прошли. И тут я никогда ничего не собираю, я нажимаю покинуть этаж, и вот тут уже мы разграбить нажимаем, разграбляем. Смотрите, когда вы уперлись и не можете пройти следующий этаж, вам нужно каждый день заходить и нажимать разграбить 10 раз, как только у вас набирается стойкость. Тут вот видите, раз сегодня 14. От чего это зависит? Можно и 15 сделать, и 16 раз. Сейчас я вам покажу. Вы разграбляете, тем самым получаете и опыт, и свитки, чертежи, которые потом вы преобразуете в снаряжение. От чего зависит вот это вот 14 раз, 10 раз у вас изначально будет 10 раз, по-моему, если я не ошибаюсь. Это как раз зависит в академии от прокачки существа. Вот это вот лимит стойкости древних гробниц. Видите, это, во-первых, следующий вот лимит будет выше плюс 2 раза, то есть плюс 2 раза. Следующая прокачка даст. Вот видите, то есть тут тоже на самом деле не совсем корректно, по-моему, отображать. Хотя, не знаю. То есть, чем вы больше качаете, тем вы можете наивысший уровень, этаж прохождения, то есть с него максимально срубить и свитков, и опыта. То есть, я вот чисто рассказываю, как я сделал. То есть 3 дня, первые 3-4 дня я прокачивал вот до такого, чтобы потом дальше идти. На начальном уровне прям прокачка в академии вообще заметна. То есть вы пошли, подрались, уперлись, не можете пройти, прокачали раза там 2 оборону, здоровье, атаку, вы идете заново и проходите, то есть смело. Вот такой вот ролик получился. Смотрите, самое важное, да, хотел все вам показать. То есть мы открываем, смотрите, плейлисты на канале плейлисты, ищем нашу игру,
Вот она. И вот они все ролики, которые по этой игре, то есть сделаны, которые вообще за все время сделаны по нашей игре. И вот тут вот вы как раз можете найти ролик по прохождению древних гробниц. Где он находится? Я оставлю на него ссылочку в описании. То есть я сейчас не буду тратить время искать, я оставлю ссылочку в описании на данный ролик. Всем спасибо за просмотр. Тот ролик, это прям вообще азы, основа. Всем спасибо за просмотр, всем пока.